Всем привет, дорогие друзья! Это канал Ранчо у Санчо. И как вы поняли, сегодняшний спонсор данного выпуска видео является компания Самура. Интернет-магазин Самура. Это качественные ножи, офигенные аксессуары к ним, к ножам, доски, да и много-много чего другого. Заходите к ним, смотрите. У меня вот такой вот офигенная подставочка. Здесь много ножей, и мне прислали наконец-то заточной камень для моих ножей. Друзья, ножами Самура я пользуюсь уже достаточно долго. Ну, для кого-то относительно долго. Вот, допустим, данному ножу Харакири уже 1 год. И я пользуюсь и готовлю очень часто. Они тупятся, конечно же, потому что бывает готовится рыба, бывает что-то, курицу с кости надо срезать, поэтому все равно, ну, кромка, она страдает, кромка. Надо бывает затачивать. Изначально вообще, короче, ножи Харакири это мои одни из самых любимых. Они очень легкие, очень хорошо лежат в руке. Единственное, что возможно, вот по доске, вот по моей, вот такая вот торцевая разделочная доска, мне иногда пятка застревает. Либо же он немного за счет того, что он является очень тонким, очень легким, за этого он бывает впивается вот как раз в торец, ну и не так хорошо режет. То есть просто данному ножу на данной доске нужно привыкнуть. Ну и вы вот посмотрите то, что, ну все, видите, все, но он тупой. Он режет прекрасно, с учетом того, что плотная бумага, но посмотрите разрез. То есть вот есть небольшая рваность, это означает, что на ноже есть уже вот такие вот небольшие зазубринки. Поэтому такие ножи надо уже подтачивать, затачивать. Куда бы выкинуть? Ладно, в топку. Вот так вот надо делать. Безотходное производство, будет разгораться дрова. Заточной камень. Это специальный водный камень заточной Самура. 1000 и 3000 грит. Этого просто предостаточно, чтобы сделать ножи самыми острыми, самыми классными. Больше заточка на кухне не понадобится никакая. Давайте распакуем, и я вам расскажу, что вообще с этими камнями нужно делать. Давно я ждал такого, друзья. Спасибо, Самура, за такие прекрасные вещи. 1000 и 3000 грит. Здесь вот 1000 грит, вот она. Но достаточно гладкая, но все равно чувствуется, что здесь есть небольшая шершавость. Здесь вообще идеально гладкая. Вот на ней доводить нож мы будем. Заточной камень водный отправляем на 15 минут в воду. Посмотрите, вот он начал набирать в себя воду. Ждем 15 минут, чтобы он набрал жидкость. И после этого можно будет начинать точить ножи Самура. Блин, ножи Самура это соотношение цены и качества. То есть Харакири год назад один нож, я, конечно, покупал набор, у меня есть вот такой вот средний универсальный нож, у меня есть овощной или для фруктов ножик, я всеми ими пользуюсь, но чаще всего, конечно же, это шеф-нож поварской, ну, потому что удобнее и для всего подходит, для мяса, рыбы, овощи пошинковать, вообще он классный. Также у меня есть вот такой вот ножик на Кири. Вообще класс. Это вот мини, можно сказать, для меня топорик. Очень удобно. На нем будет пошинковать вот так вот зелень, собрать зелень и отправить к блюду. Блин, я очень тоже люблю этот ножик. И вот такой вот универсальный шеф-нож. Длинный. Здесь рукоятка будет побольше, чем у Харакири. Вот. Я тоже его очень люблю. Но они по толщине толще. Он потяжелее идет. То есть, ну, каждому ножу всегда нужно привыкать. Мне, конечно же, больше нравится Харакири за счет того, что легкий, удобный, быстрый. Я не знаю, им просто легко все пошинковать. Это удобно, это очень круто. Вот, сегодня я заточу все ножи, все вот эти вот с Харакири Самура. И да, кстати, я забыл вам сказать про цену, за сколько же я купил. То есть, почему соотношение цены и качества. Нож Харакири стоит всего лишь 1300 рублей. Друзья, за 1000 рублей, там 1300, давайте 1500, подорожал сейчас металл в мире, 1700 отдадим за него. Блин, круче ножа за 1700 вы не найдете. Вот
не найдете. Нету. Понятно, есть ножи тоже там очень крутые, за 10, за 20, за 30 тысяч. 1700, напоминаю. Брал 1300. Я не знаю, сколько он сейчас стоит, я уже не мониторил цены, не смотрел. За 1300 я работаю 1 год, я доволен, он до сих пор все режет. Но по бумаге есть небольшие там зазубринки, там какие-то, он немного рваный. Я сейчас его приведу в идеальный вид. На 3000 грит я его выведу до нуля. Он мне будет резать вообще идеально, вы понимаете. Поэтому, друзья, вот харакири вообще класс. Конечно же, я еще хочу себе прикупить самура из дамасской стали. Ну, это тоже будет бомба. Это будет очень хорошие ножи. Но вот, для начинающего вообще, не то, что для начинающего повара, для начинающего вообще, вот кто работает на кухне, жены, женщины, да или мужики. Вот, нож, он легкий. Смысл в том, что он практически, вот баланс, вы посмотрите. Вот, соотношение, это класс, это круто. Он очень легкий. Я не помню весовку, граммовку, сколько он там весит. Весов у меня нету, чтобы вам взвесить. Но смысл в том, что он реально легкий. Им удобно держать. Что так, рукоятка очень приятная. Выглядит он достаточно просто, но он практичен. Сейчас, возможно, вы в комментариях начнете мне писать то, что чувак, ну блин, это реклама, она достала. Да, реклама. Да, реклама, но покупал я ножи, когда я еще вообще блогерским, наверное, вот этим вот делом, ютубом я не занимался или только начинал, я уже не помню. Но смысл в том, что, блин, я их купил, я был доволен, и я теперь могу с легкостью отрекламировать офигенный качественный товар. Поэтому ссылка в описании, заходи, покупай, пользуйся качественными, хорошими вещами. 15 минут камень полежал. В комплекте шла вот такая вот резиновая подставочка. Это для того, чтобы камень не скользил по поверхности. Я буду затачивать сразу же, начну с 1000 грит. Вот, я что хотел сказать, что если же нож у вас совсем зазубренными, либо слишком сильно затупился, то вам, возможно, можно взять 800, либо даже вообще 400 грит, чтобы заточить. У меня нож, ну, вы видели, режет достаточно хорошо, поэтому 1000 грит мне будет достаточно. Немного смачиваем поверхность. Берем нож. Несколько правил. Когда мы ведем нож вперед, мы немного придавливаем его. Назад мы уже убираем без каких-либо нажатий на нож, без усилий. Тем самым мы будем затачивать. Угол какой? Вот у самура угол заточки 15-17 градусов. То есть приблизительно мы смотрим. Вообще можно как? Взять маркер, по линии кромки очертить вот здесь вот маркером, провести и посмотреть, где вы цепляете, где вы не цепляете. Это если же, ну, в первые разы. Вообще еще бывает, кстати, специальные приблуды, вот такие вот, которые выдерживают угол наклона. Вы выставляете на Алиэкспрессе, короче. Самое простое — это взять там и не заморачиваться. Штука специальная. Выставляется угол наклона, и просто вы, получается, уже вводите по кромке ножа и затачиваете. Но можно гораздо проще. Взяли нож, приблизительно взяли угол и начинаете. Туда ведете, с слегонца нажимая, назад нет. То есть как у меня это получается? Я взял палец, приблизительно поставил, то есть у меня палец идет по этой поверхности. Все. И угол заточки не меняется. Сюда, назад. И вот так вот угол я выдерживаю. И по всей поверхности я делаю приблизительно. Кстати, есть еще специально продается вот сюда такая подставочка, чтобы выдержать угол. Но я говорю, я справляюсь. Вот, 2 пальца поставил. И мне этого достаточно. С какой скоростью водить? Быстро вот так вот не надо. Вы вот приблизительно вот с такой вот скоростью точите нож. Вот, кстати, уже появляется небольшой абразив, если видно. И все отлично. И не забывайте смачивать камень, чтобы он был влажный. Затачиваем одну сначала сторону, приблизительно минуты по 3. Потом переворачиваем нож и точим вторую сторону. 5 минут. Я заточил, получается, с 2 сторон нож. Теперь я смочу камень еще раз и переворачиваем на 3000 грит. Все, это мы, получается, доводим просто камень
до идеальной чистоты. Вообще и 1000 грит в принципе будет достаточно. Все то же самое. Здесь просто легкими движениями мы, можно сказать, полируем нож. Точно таким же, точно под таким же углом. Все то же самое. Вперед чуть-чуть нажимая. Усилие назад. Нет. Все. Вот так вот доводим нож до идеальной остроты. Далее я вам покажу, насколько у меня получилось заточить нож. 10-15 минут и нож Самура заточен. Смотрите, мини-тесты проводим. Та же самая бумага, все, я провожу. Все. Вот теперь вот посмотрите, идеальный ровный срез. Нету никаких надрывов, ничего. Вот, я беру нож двумя пальцами и просто, и просто провожу. Все. Могу тонко вот так вот нарезать. Все. Вот что значит 3000 грит. И то можно было еще более там идеально вывести нож. Но и этого идеально достаточно. На бумаге тест провели. Теперь давайте с продуктами посмотрим, что же. Просто нож. Все. Идеально. Без каких-либо усилий. Вот нож беру. Вперед и назад. Все. Помидор разрезан. Подкинуть еще можно. Тут чуть не хватило. Мощи, возможно. Ну и давайте подбрасывать не будем. Вот так вот сделаем. Попробуем, получится у меня или нет. Все. Ну, один помидор улетел, второй идеально разрезан, с учетом того, что, ну, я это сделал практически легко. Одно движение туда, одно назад. Все, нож идеально справляется с нарезанием даже вот таких вот тонких слайсов помидоров. Вообще ништяк, вообще круто. Я не знаю, может быть, сейчас попробовать. Будет скользить, наверное. Посмотрите. Оп, все. Нож заточен вообще идеально. Тонкий слайс, хорошая заточка ножа и удобно шинковать какие-нибудь продукты. Помидоры тонко. Все нарезается, все очень классно. Друзья, в общем, ссылка внизу. Самура, классные ножи, классные заточные камни. Пользуйтесь с удовольствием, готовьте себе в удовольствие качественными ножами. Не мучайтесь вот так вот, что-то помидор. Когда, знаете, бывает, вот ты берешь помидор и начинаешь, блин, он не режется, и то. Я разрезал другой стороной помидор. Самура, видимо, с двух сторон режет очень хорошо. Я просто взял и разрезал другой стороной Самура. Ну, короче, вот что получается, если, блин, будет вообще тупые ножи. Но гораздо же прикольнее резать все это очень острыми. Блин, я даже порезался. Я даже порезался сейчас об новозаточенный камень. Ну, короче, не специально. Это вот, а все об этот вот пятачок. Короче, друзья, они острые, они крутые. Покупайте себе ножи, затачивайте их с удовольствием. Надеюсь, видео было полезно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите нам комментарии. Возможно, что-то я заточил не так, как вам покажется. Блин, кровь льется. По старинке, в общем. Но я сделал это максимально круто, так как делаю я. Я так затачиваю ножи, и они у меня всегда в идеальной форме. Всегда они очень острые. Друзья, всем спасибо, что просмотрели этот видеоролик. До новых встреч, до новых видео. Пока.